Это произошло в Саванне, штат Джорджия, старинном городе с богатой историей и особой атмосферой, где старые особняки соседствуют с современными виллами. Один из таких особняков принадлежал влиятельному и крайне состоятельному человеку по имени Гарри Милтон. Он сделал свое состояние на строительстве элитной недвижимости и слыл человеком холодным, самодовольным и жестким по отношению к тем, кто, по его мнению, стоял ниже него. Однажды в дом Гарри устроилась работать молодая женщина по имени Сюзан Блейк. Ее наняли как горничную по рекомендации агентства, скромную, молчаливую, выполняющую свою работу без лишних слов. Сюзан была вежлива, усердна, но старалась не попадаться хозяину на глаза, зная его непростой характер. У нее была маленькая дочь, и работа в доме миллионера стала для нее спасением, стабильным источником дохода после нескольких тяжелых лет. Однажды вечером Гарри устроил прием для партнеров. Среди антикварной мебели и дорогого вина гости заметили старинное пианино в углу зала, инструмент, который редко кто трогал. В какой-то момент, чтобы развлечь гостей, Гарри вдруг позвал Сюзан и предложил ей сыграть на пианино. Он знал, что она из небогатой семьи, и был уверен, что ее попытка сыграть будет неловкой и жалкой. Это была почти сцена унижения, прихоть богача, играющего с положением людей ради собственного развлечения. Но все произошло иначе. Сюзан села за пианино, не говоря ни слова. Несколько секунд она просто провела пальцами по клавишам, словно вспоминая что-то далекое, а потом начала играть. Звучание первых аккордов моментально преобразило атмосферу в комнате. Она играла с поразительной техникой и редкой душевностью. Мелодия была сложной, наполненной эмоциями, будто каждая нота несла в себе целую историю. Гости замолчали. Даже Гарри, привыкший к власти и контролю, не смог скрыть удивления. Он сидел, не сводя глаз с молодой женщины, которая вдруг раскрылась перед ним как человек с настоящим даром. Позже выяснилось, что в юности Сюзан училась в музыкальной школе и даже участвовала в региональных конкурсах, но из-за смерти родителей и тяжелых обстоятельств ей пришлось отказаться от музыки и начать работать, чтобы выжить. Гарри, впервые за долгое время почувствовав стыд за свое поведение, извинился перед ней не словами, а поступками. На следующий день он пригласил Сюзан поговорить. Через несколько недель ей была предложена должность не горничной, а музыкального координатора в благотворительном фонде, который Гарри финансировал. Он также помог устроить ее дочь в хорошую школу. Иногда самые неожиданные моменты раскрывают в людях то, что не видно снаружи, и даже те, кто привык унижать других, могут быть поставлены на место одним актом настоящего таланта. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.